Доброго времени суток. Я Ольга Романова, а в пресс-центре Михаила Ходорковского я с Леонидом Парфеновым. И я не буду его представлять. Доброго времени суток. Доброго да, времени суток. Я так не умею даже здороваться. Ну, в общем, день, утро, вечер. Все равно добрый. Да. Давно хотела вас спросить. Часто и все чаще, и мне это приятно на самом деле, наблюдаю вас на всех каналах, особенно на Первом. Ну, на Первом вообще происходит достаточно много перемен, которые меня удивляют. А вот вы на Первом канале. И сегодня пришли в пресс-центр Ходорковского. А вас после этого на Первый канал дальше будут пускать? Я не задумывался об этом. Я, кроме того, не работаю на Первом канале. Я вообще нигде не работаю. Я... Тунеядец. Нет, предприниматель без образования юридического лица. Поэтому я на Первом канале ведь все-таки с темами историческими и культурными. А вот к политической линии я отношения не имею. Вот. И вот такой журналистикой текущей у меня нет возможности общественно-политической заниматься в эфире. 3 года я занимался в журнале, но сейчас занят всякими своими проектами, делаю книжки на Медне, фильмы выпускаю на Первом, только на Первом. Вот вы дружите с Константином Эрнстом, что там, не секрет, и все это нормально. И при этом вы берете интервью у Ходорковского, вы этой темой занимаетесь, она вас волнует, а вам никто не говорит, что Так нет, не будем снимать в кино. Нет, это как-то у нас разделяют. Вот это вот ради бога про историю культуры, а это пожалуйста. Нет, я занимаюсь журналистикой. Это не вопрос того, что я специально занимаюсь Ходорковским или не Ходорковским. У меня был на Первом канале фильм про коммерсант, к столетию коммерсанта, и это было моим условием. Там был Березовский, снятый впрямую. Вот я сейчас не про то, они разные люди, да, но примерно одинаково запретные для федеральных каналов, во всяком случае, вот в таком журналистском нейтральном показе. Вот есть такой владелец коммерсанта бывший, и это будет отношение к нему как к источнику информации об этом времени, а не как к припечатанному там как-то олигарху или напротив спасителю Отечества или там еще каким-то образом. Вот, так что я стараюсь соблюдать правила журналистики, но работать я нигде не работаю. Вот за это время, что сидит Ходорковский, Лебедев и еще очень многие люди, как-то изменились? Что вы стали знать, что можно, что нельзя? В общем, ничего нового для меня, в смысле моего поведения, нет, эта история не открывает, наверное, все-таки. В понимании времени, в котором живем, да, несомненно. И я каждый раз, собственно, это и говорю, что не нужно быть сторонником Ходорковского для того, чтобы понимать, это историческое событие нашего времени. Это индикатор, по которому все прекрасно знают, в том числе и оппоненты Ходорковского, по которому поверяется огромное количество принципиальных вопросов. Вопросов собственности, взаимоотношений власти и собственности, независимости суда и прочее, прочее. Когда, кстати сказать, Эрнст спрашивает Медведева в прямом эфире 3 генеральных директоров, известно ли президенту Медведеву понятие басманное правосудие, и Медведев говорит, что да, конечно, известно. Ну, это ведь тоже... Более того, я уверен, что следующие поколения, да и мы сами лет через 10-20, при объективном рассмотрении событийной канвы этого дела, увидим в этом больше, чем видим сейчас. Я здесь это уже упоминала, но не могу не сказать еще разочек. В один прекрасный день, да, наверное, неплохой был, мой муж оказался в Бутырке в одной камере с устроителем аукциона по Байкал Финанс Групп и гендиректором Томскнефти. Они втроем сидели полгода. Байкал Финанс Групп и Томскнефть. Ну вот тоже вот еще один индикатор. Ну то, что называлось всегда от нары, от канар не зарекайся. Ну, нужно просто быть слепым, чтобы не отдавать себе этому отчет. И ведь все же понимают прекрасно, что их выход на свободу будет в другой стране. И все понимают, что заступничество за Бахмину и вот весь этот сериал, который тянулся и который вот так вот завершился, это тоже было. И по очень большому количеству вопросов это дело показало некие предельные характеристики. Вот опять же,
то же самое басманное правосудие. А что будет с судьями? А что будет с прокурорами? Вы говорите, что Ходорковский Но будет эта в другой история стране. не законченная. Не знаю, мне кажется, что большое количество людей, которые за этим делом стояло, несомненно, боятся мести. И я это слышал. Но это не про месть, это артикулированную. правосудие как раз. Нет, они-то исходят из мести. Что они выйдут, мы сядем. Мы не знаем, как это будет. Это когда-то вот Ахматова восклицала, что вот сейчас встретится Россия, которая сажала, и Россия, которая сидела. И что? И что? Кого-то так уж всерьез призвали к ответу, когда тысячи возвращались. Было огромное количество действующих людей, которые спокойно продолжали получать звездочки. Так что тут рассчитывать на то, что вот оно воздастся. И я сейчас вот делаю в 4-м томе 91 год. И я помню это настроение, что будет с КПСС, если ситуация вернется, ну так думалось, 19-20 августа, если ситуация отмотается, ну хотя бы на стандарты 18 августа. Ведь это же фонарей не хватит. Типа, это же что ж сейчас с ними сделают-то? Это что ж тогда будет-то? Ведь как они подставились-то? Как они, вот сейчас это все накроется медным тазом, и как будет гореть земля под ногами, и ничего не горело. А с 93-го не горело уже совсем. И амнистировано, и вообще все. И теперь это респектабельный пункт биографии, а Язов вот получает ордена. Так что тут не нужно как-то вот... Это наша с вами рефлексия. Да, это все черты современности. И Магомед Салам, и все что угодно еще. И чудесный заголовок последнего номера Ньюсвика про убийственную, по-моему, в прямом переносном смысле идею превращения взрывоопасного Кавказского региона в горный туризм. Вот. Лыжи и Стечкин стоят. Ну вот, да, это надо... Вот я привык смотреть на это на все, как на черты современности, которые важно зафиксировать, чтобы мы сами поняли время, в котором живем, и чтобы потом, после нас, это тоже понималось. А скажите, пожалуйста, я когда читаю, например, ваше интервью с Ходорковским, я не могу себе представить. Расскажите, а как вот берут интервью Ходорковского, как в тюрьму пускают? Это называется журналистская предприимчивость. Фотографии по-прежнему, по-моему, такие вот единственные, где сидит и пачка ЛМа. Ну, как это было? Тоже же прекрасный пример вот черты этой современности. 12 полос в Эсквайре диалога с Акуниным, и после этого 12 суток карцера, значит. За каждую, да. И при этом на каждой противоположной полосе по бизнес-рекламе. Часы швейцарские, там, тачки крутые, в общем, вот все. То есть это, с одной стороны, страшно востребованный журналистский материал, где готовы разместиться самые главные рекламодатели для дорогого мужского журнала. Вот. Это, значит, активное чтиво, и это причина карцера по числу полос, конвертируемых в сутки.